Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня по вашим просьбам я покажу, как сделать петлю для пуговиц на обычной машинке без функции изготовления петель и специальных лапок. Нужен только зигзаг. Так я делала петли лет 20, пока у меня не появилась машинка с автоматом. Лет 5 я не делала петли вручную, на машинке, да, буду вспоминать. Ткань у меня продублирована флизелином полностью. Я ее готовила для каких-то образцов, поэтому вот так. В зависимости от изделия ткань может быть укреплена дублерином или флизелином. Если это сорочка или блузка, то укреплен будет только подборт, условно эта часть. Если, скажем, это пиджак, то укреплены будут и подборт, и полочка, то есть обе детали. Я сейчас не буду технологию рассказывать, что чем дублировать. Суть в том, что как минимум один слой ткани должен быть укреплен. Теперь нужно сделать разметку для петли. Вертикальные петли, вот такие, да, делают на легких изделиях с маленькими пуговками, блузки, сорочки и так далее. Я покажу петлю горизонтальную. Как мне кажется, она чуть сложнее в разметке. Допустим, вы определили, что пуговица должна находиться здесь. Смотрите, вымерили, да, свое расстояние, поделили на равные расстояния, а может быть и не на равные. То есть допустим, где-то здесь у вас должна быть пуговка. На каком расстоянии размещать ее от края? Вот от этого края. Это зависит от размера пуговицы и самого изделия. На пиджаках, пальто, плащах я размещаю около 1 сантиметра от края. Можно чуть побольше делать, да, 1,2, 1,3, скажем, но сильно далеко делать не надо, вот так, да, иначе вот этот край, он потом может загибаться. Теперь размещаем пуговицу вот по этой линии и прорисовываем отверстие. 1 сантиметр у меня здесь от края. Я использую маркер или ручку, которые исчезают от утюга. От этой точки, вот от этого отверстия отступаем 1 миллиметр к краю, и это будет начало петли. Здесь будет закрепка. Почему начало должно быть здесь, а скажем, не таким образом, да, отметить петлю и сделать здесь. Смотрите, когда мы сделаем прорезь, вот в этом случае, то пуговица сюда съедет, упрется в конец прорези и будет очень близко к краю. Поэтому, собственно, вот таким образом делать нужно разметку. Как определить длину петли? Я пуговицы никогда не замеряю, какие-то диаметры, а делаю так. Вот приложила пуговицу к закрепочке. И с этой стороны, отступив 1 миллиметр, отмечаю вторую закрепку. У меня пуговица достаточно плоская, поэтому 1 миллиметра здесь будет достаточно. Если у вас пуговица толстая, вот такая, да, в высоту или объемная, то нужно добавить от 3 до 5 миллиметров в зависимости от объема. Но в процессе шитья всегда есть лоскутки, остаются, на которых можно попробовать, потренироваться и определить опытным путем нужную длину. Либо 3 вы будете миллиметра добавлять, либо 5. Прежде чем делать петлю, я покажу схематично, как она выглядит. Как рассчитать ширину зигзага и что вообще этим зигзагом нужно делать. Края петель выметывают зигзагом шириной, скажем, от 1 до 3 миллиметров. Примерно, да, опять же, я говорю, в зависимости от ткани и изделия. Понятно, чем тоньше ткань и мельче пуговки, тем изящнее должна быть петля. Если ткани толстые, бывают ткани, где нити до 1 мм толщиной, понятно, что там нужно делать зигзаг 2 или даже 3 мм. Я сделаю среднюю петлю с шириной зигзага 1,5 мм. Итак, начинаем с закрепки. Делаем 2 или 3 стежка. В зависимости от того, откуда у вас начинает игла. Допустим, 1, 2. И затем, ориентируясь
вот на воображаемую линию, которая идет от этого края закрепки, идем вниз зигзагом шириной 1,5 мм. Вот таким образом. Плотность зигзага выставляете в зависимости от сыпучести ткани. Но я делаю, как правило, 0,6-0,8 мм. Достаточно плотный зигзаг и в то же время не совсем валик. Затем делаем закрепку 5 или 7 стежков. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Иголка опущена, поворачиваем все это дело. И опять же, ориентируясь на этот край, делаем обметку, да, второй стороны петли. Также 1,5 мм шириной зигзаг. Здесь делаем закрепку 3 или 4 стежка. Раз, два, три, 4, скажем. Закончили. Здесь у вас обязательно должно быть расстояние, пустота, примерно 1 мм. Для того, чтобы это можно было потом разрезать, то есть петлю пробить, не повредив, ну, вот этот зигзаг, да, вот эту вот обметку с двух сторон. Какой ширины делать закрепку, я вначале умышленно не сказала. Я хотела подвести вас к логическому выводу и надеюсь, что многие из вас уже догадались, что это 4 миллиметра. Смотрите, 1,5 здесь, 1 здесь и 1,5 здесь. В сумме получается 4 миллиметра. Если вы будете делать петлю покрупнее, скажем 2 миллиметра здесь, то у вас закрепка, соответственно, будет 5. 2, 1, 2. В сумме дают 5. Ну, в общем-то, вот такая простая формула. А теперь я покажу все то, что я здесь изобразила на машинке. Сейчас по этой разметке я буду делать петлю. Начну с закрепки, да, как я и рисовала на схеме. И затем с каждой стороны вот этой линии, ее я трогать не буду. Это у меня как раз то место останется свободным, где я буду разрезать. То есть у меня пойдет зигзаг вот здесь с этой стороны и здесь с этой стороны. Если кто-то не уверен в себе, да, что вы сможете вот ровненько проложить зигзаг, ну, нарисуйте рамку в таком случае, да, или еще вот 2 линии дополнительных. Начинаем с закрепки, поэтому выставляем параметры закрепки. Ширина зигзага, так, у меня вот 3,9 и следующий шаг 4,2. Я сделаю 4,2 чуть побольше и густоту, плотность зигзага 0,8 я сделаю. Заранее прошу прощения, если вдруг у меня камера сдвинется. У меня стоит она как раз между мной и машинкой. Мне немножко несподручно, но я попробую. Мне тоже видно не очень хорошо. Теперь меняем ширину зигзага для того, чтобы выметать одну сторону. Вот 1,5 миллиметра. Теперь снова возвращаемся к закрепке, к
параметрам закрепки, какие у нас были, 4 и 2. Вот здесь вот мне надо ловить, чтобы мне попасть в те же отверстия. И здесь, где я делаю закрепку, ну я вот просто ткань придерживаю, да, чтобы она у меня не ехала вперед. Теперь снова для второй стороны петли возвращаемся к ширине зигзага 1,5 миллиметра. Здесь опять мне надо будет поймать, чтобы у меня в то же отверстие попала иголка. И для закрепки в конце петельки опять устанавливаем 4 и 2. Вот такая у меня получилась петелька. Ну, тоже она не совсем ровно-ровно получилась, да, как я уже говорила, между мной и машинкой стоит эта тренога с камерой, поэтому достаточно далеко иголка от меня находилась. Можно сказать, я вслепую выполняла эту петлю. Но, тем не менее, я считаю, получилось очень даже неплохо. С изнанки вот так получилось. Кончики я все вывела наизнанку, завязала узлом. Я их сейчас спрячу. Натяжение верхней нити у вас должно быть чуть-чуть ослаблено, чтобы у вас нижняя нить верхнюю сюда как бы наизнанку перетягивала. Тогда здесь получится, ну, вот такой вот симпатичный зигзаг. Сейчас я пройду здесь утюгом, чтобы убрать эту разметку, и буду разрезать петлю. Петли разрезают обычно распарывателем, но у меня распарывателя вообще два их, и они оба тупые. Я ими столько джинсов уже распорола, они у меня петлю просто не разрежут. Начинают вот с одного края до середины, и затем со второго края также до середины. Но я начну, а разрежу я ножницами, потому что, ну вот, оно не режет, видите? Поэтому я ножничками аккуратно, чтобы не повредить. Ни строчки боковые, ни закрепки. Затем нужно вот эти края вот так вот согнуть, да, и вот здесь вот нитки, которые осыпаются, их обрезать. Как с этой стороны, так и с изнаночной. Иначе у вас потом могут появиться затяжки. Ну, пуговица просто зацепится за одну из ниток и вытянет ее. То есть вот аккуратненько. Можно даже чуть-чуть подрезать, если слишком большое расстояние. Крупная пуговица и планируется достаточно толстая ножка. Ну, бывает, да? То есть вот, все. Петелька готова. Проверяем. Пуговка проходит. Я не люблю большие слишком петли, когда пуговицы болтаются. Я предпочитаю, чтобы пуговицы проходили достаточно плотненько, потому что эти петли потом могут и растянуться как-то, и расслабиться, поэтому вот так вот. Сейчас я пуговку сюда пришью.
Ну вот, допустим, здесь она должна быть. Здесь делаю разметку. Пуговицу я прихватила несколькими стежками и сделала ее на ножке. Вот так это выглядит, или выглядело бы. На самом деле все достаточно аккуратно получилось. Как видите, ничего сложного тут нет. Тренируйтесь, набивайте руку на ненужных лоскутках. Не переживайте, если не будет получаться сразу, это дело практики. Я очень надеюсь, что показала и рассказала все достаточно подробно. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. На этом я буду прощаться. Если это видео оказалось вам полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!